Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила. Сегодня предлагаю вам связать вот такие простые, легкие домашние тапочки-слитки, вязание которых под силу даже начинающему, потому что основа это такое прямоугольное полотно. Вяжется очень просто, быстро и легко. Пряжу можно взять любую. И начинаем с набора цепочки из воздушных петель. Я вяжу на ногу длиной стопы 21 сантиметр, поэтому набираю 53 петли. Делайте образец, смотрите, сколько из вашей пряжи получится на 1 сантиметр петель, и потом вы можете рассчитать на любую длину стопы. Вот я набрала 53 воздушные петли. Теперь делаю одну воздушную петлю подъема. И дальше в каждую петельку провязываю столбик без накида. Это будет первый ряд. Со второго ряда начинаем вязать полустолбиками и вяжем дальше весь узор полустолбиками. Делаем накид и провязываем накид и 2 петли на крючке одной петлей. Вяжем полустолбиками весь ряд до конца. Я буду вязать 3 цветами, поэтому узор я начинаю вязать с розового цвета. Вот первые ряды. Более подробно, как вязать столбики, полустолбики, я объясняю в одном из видео. Я ссылочку поставлю на него под этим видео. Если вам необходимо, вы можете там посмотреть. Провязываем так ряд до конца. Следующий ряд опять 2 воздушные петли и провязываем снова весь ряд полустолбиками. Четвертый ряд начинаем с одной воздушной петли и вяжем его столбиками без накида. Вот у нас получается 4 ряда, 2 крайних это столбики без накида, 2 средних это полустолбики. Пятый ряд провязываем столбиками без накида, но какой-нибудь уже другой нитью. Я вот провязываю белой. Можно, в принципе, вязать все однотонно, но мне хочется, чтобы они были такие красивые. Провязываем весь ряд столбиками без накида. Шестой ряд ввожу серую нить и вяжу весь ряд столбиками, полустолбиками. Весь ряд шестой провязываем полустолбиками. Начинаем ряд с 2 воздушных петель. Седьмой ряд то же самое, 2 воздушные петли и дальше весь ряд полустолбиками. Таким образом провязываю еще 17 рядов, всего должно быть 19 рядов.
полустолбиками. Когда 19 рядов провязаны, то нить можно обрезать. Вот провязала всего 19 рядов серой нитью, и теперь задача с другой стороны закончить точно так же белый ряд столбиками без накида и дальше розовой нитью 4 ряда, 2 столбиками без накида крайних и 2 средних с полустолбиками. Теперь розовой нитью я хочу сделать обвязочный край, чтобы оно было очень ровненько и красиво. И вяжу вот таким образом. Это будут столбики с накидом, но не так, как мы их обычно вяжем, вот так захватывая нить, а с другой стороны. Подхватываем нить сзади, нить получается на крючке перед ним и провязываем полустолбик. Снова нить перед крючком и провязываем обычный полустолбик. Такие полустолбики выравнивают край идеально, и они смотрятся очень симпатично. Довязываем до конца ряда. Когда ряд уже окончен, то нужно нить обрезать, но обрезать нужно, оставив очень длинный конец. Ну, такой достаточно длинный, чтобы потом можно было его использовать при шивании. Сейчас можно проверить ширину и длину. Вот смотрю, сколько у меня по ширине получается. 17 сантиметров. Как раз это достаточно для ножки с небольшим подъемом 21 сантиметр. Длина ступни у меня вот здесь получается при замере 21,5. Очень хорошо. Точно так же готовим основу для второго тапочка. Пока я довязывала вторую основу, мне пришла в голову мысль, что надо еще отделать край. Вот не хватает немножко белого цвета здесь, поэтому я отделываю белым цветом край. 2 воздушных петли, потом через 2 петли в третью ввожу крючок, провязываю в эту петлю, в третью от крючка, 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, в эту же петлю второй столбик, и в эту же петлю еще один третий столбик с одним накидом. Теперь в следующую петлю столбик без накида.
Дальше накид пропускаем снова 2 петли, в третью 3 столбика с одним накидом. 1, 2 в эту же петлю, 3 столбик с одним накидом в эту же петлю. В следующую петлю столбик без накида. Накид, пропускаем 2 петли, в третью петлю 3 столбика с одним накидом. В следующую петлю столбик без накида. Получается вот такой край, и довязываем его до конца ряда. Все, наша заготовка полностью теперь готова. Сейчас мы можем уже собрать эти следочки тапочки. Размещаем лицевой стороной к себе и вот таким образом складываем. Изнаночная сторона у нас должна получиться сверху, а лицевая внутри. Вот так складываем, и мы оставили вот тут длинный конец нити, и с помощью этой нити мы прошьем вот здесь все 3 сложные как бы части. Сшиваем их вместе, захватывая на каждой части по одной петельке. Здесь у нас будет перед следочком. Сшивать здесь не обязательно иглой, здесь можно в принципе и крючком воспользоваться, так как удобно. Закончили пришивать, ниточку закрепили и обрезаем ее. Теперь прошиваем задник следочка. Вот таким образом складываем и пришиваем от начала до конца. Вот сшили, и теперь нужно сформировать пяточку. Вот таким образом складываем уголочек и с лицевой стороны пришиваем аккуратненько стежочками, его просто прошиваем. Вот здесь по линии изгиба.
Теперь выводим иглу с нитью на изнаночную сторону. И здесь вот этот уголок будем пришивать кверху, к пятке. Не под пятку, а именно наверх, чтобы не наступать и чтобы потом дискомфорта не было. Прикрепили, и теперь прячем нить и обрезаем ее. Выворачиваем на лицевую сторону, и наш следок уже практически готов. Осталось просто добавить, ну, совсем маленький нюанс, какую-нибудь пуговку или украшение на переднюю часть. Вот у меня есть такая пуговка-бантик, мне кажется, она просто идеально сюда подойдет. Вот такой простой в исполнении следок тапочек у нас получился. Смотрится очень оригинально, хорошо сидит на ножке. И мы его можем связать буквально за 2-3 часа. То же самое будем делать и со второй ножкой. Друзья, если это видео вам понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на наш канал. Если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте их в комментариях. С удовольствием на них отвечу. До новых встреч!